Всем доброго времени суточек, вы на канале Серафима Сан. И сейчас мы посмотрим, что вас ждет, стучит, гремит, на пороге стоит. Или же какие-то судьбоносные решения, почему-то у меня вот на второй вариант пошло. Выбирайте, пожалуйста. А мы начнем с первого варианта. Совушки наши любимые. На пороге, на дороге. Стучит, гремит. Это конкретно, что вас ждет. Там будут какие-то вот на втором варианте чуть-чуть другие. Можете два загадать. Ну, там другие совершенно карты. Так, с чем вы столкнетесь? Ой, эта карта говорит, больше вам ничего не надо знать почему-то. Вот так коротко. Вас ждет какие-то хлопоты о какой-то встрече. Встреча может быть рабочие встречи, собеседования, неожиданные предложения, принятие на работу. Вот будут такие хлопоты. Вот. Но у кого-то может быть означать не хлопоты, потому что много человек смотрит, да. Обманщик может обозначать чужой человек. Может быть, это, ну, понятно, что если вы устраиваться будете на работу в скором времени, то это чужой человек для вас. Просто вот. Азартные игры у кого-то, может, кому-то это подойдет. И поэтому встреча по поводу азартных игр, то есть, ну, это и вот. Пустота, пустые хлопоты, проблемы. Ну, как-то так. Или просто Валет Пиковый, может быть, безнравственный, циничный человек. Молоденький такой. Вот встреча с этим человеком по работе как бы. Вот так, солнышки мои, у вас вот вышло так коротко. Давайте я вам еще что-нибудь, какой-нибудь дам совет. Всегда. Не могу я по 2 минуты снимать. Ну как так, оставить вас без внимания? Давайте-ка посмотрим, что еще. Какой-то вам совет? Да что ж, я не так колоду взяла. Вот так. Какой вам совет? У вас тут будут страхи, сомнения, что вы жертва. Смотрите, жертва чего? И вам нужна будет решимость. Вот, и карта решимости, какой-то выбор вас ждет. Но вы будете очень сильно, вот видите, сомневаться, что вам выбрать, чтобы не стать самой жертвой, понимаете? Чего это касается, смотрите сами. Так, ну хотя чуть-чуть еще пару карт вам. Ответственность, искушение какое-то у вас еще. Вот. И вам вот надо иметь ответственность и решимость, чтобы сделать выбор. Принятие, говорю, вы будете принимать какое-то решение. Вот, видите, стрела, как вот точно в цель, как правильно выбрать решение, будете вот думать. Ну, как-то вот такое вас ждет. Ставьте лайки, пишите комментарии, что у вас там произойдет через какое-то время. Это же может не сегодня, может быть завтра, может через у кого-то через месяц. Все бывает по-разному. Ваше ближайшее будущее. Давайте к пупсикам. Здравствуйте, пупсики мои любимые. Что же вас ждет? Что за судьбоносное решение? Вот такая карта пошла. Вам придется решать. Ух ты. Так, так. Ну, вам надо... Тут совет. Отпустите контроль, да. По-настоящему надо увидеть другого человека. Может быть, это ваш любимый человек, там, пара ваша, может быть, еще кто-то, мама, папа, кто угодно. Делиться искренне, да. Отпустить контроль ситуации, просто пусть будет как будет, да. Вот как-то так. На какое-то время. И по-настоящему, видите, какая классная карта. Увидеть другого человека. Может быть, вы что-то не замечаете, то есть, может, думаете, что он от вас что-то скрывает, на самом деле не скрывает. Ну, как-то так вот. А это что у нас? Научиться отдавать и уметь быть в одиночестве. Ну, просто, может быть, вы любите, ну, к примеру, общественный человек, много людей, не прям идет, чтобы толпы вокруг вас были, чтобы были там
Да, интересная. Такая какая-то картинка пошла. То есть вы не можете быть в одиночестве совершенно. Вам нужно обязательно, чтобы с вами кто-то рядом был. Тут вот такой вариант. Если это не ваш, тогда, пролистните. Просто вот я сейчас пытаюсь описать то, что я увидела. Вы прям вот такой человек, прям в центре внимания вам надо быть. Вот прям вот красавица, королева и принцесса. А вам говорят, что иногда нужно быть, или же вы много работаете, понимаете? Да, хотя сейчас и праздники, ну, может быть, вы даже и в праздники работаете. Уметь быть в одиночестве. Это не обязательно там быть одной, не в паре или еще что-то. Просто иногда это вот состояние дзена, да, там посидеть одной, и приходят какие-то мысли, да, замечательные. Так, еще хочу. Вот такая ситуация. А давайте еще посмотрим ситуацию. Какая-то другая ситуация. О, привести дела в порядок. Слушать внутренний голос. Тут, видите, вот быть в одиночестве у меня идет вот состояние дзен, когда вы себя слышите, когда вы не слышите голоса окружающих людей, да, и есть люди, которые очень сильно ведомы от того, что скажут окружающие, да. И вот вам говорят, а ты чего-то сама хочешь, понимаете? Вот так, такая картинка пошла. Привести дела в порядок вам надо, сосредоточиться на главном, вот что вас ждет. Будете отдаваться сердцем цели, и прощание с прожитым почему-то идет. Внутренний голос, вот слушать, внутренний голос, это и есть состояние дзен. Видите, вот он военный, но он, видите, у него есть страсть к музыке, пианино, и вот он себя послушал и пошел. Возможно, у вас ждет поиск себя внутри, а чего вы хотите сами, может быть, вот так вот. А вы, может, никогда и не задумались. Понимаете? Сосредоточиться вот на главном, сосредоточиться. Видите, черепашка, и она вот сосредотачивается на главном. И от души, понимаете, вот такое ощущение, что кто-то какое-то вот творчеством, возможно, хотел когда-то заняться и будет этим творчеством. Вот, например, может, он загадал, вот с Нового года начну там, ну, у кого разные какие, да? Может, кто-то коллекционирует что-то, может быть, кто-то там пойдет на обучение, или же он уже достаточно опытный человек, что подумает, надо бы мне YouTube-канал открыть, к примеру, да, ну, образно говорю, какую-то социальную сеть, чтобы монетизировать. У меня вот почему-то так идет, какое-то творчество. И для того, чтобы понять, чем точно вы хотите заниматься, вот, сосредоточиться на главном, вам надо посидеть в одиночестве и прямо точно понять, отдать сердце цели. И как бы такое ощущение, что вы будете прощаться со всем старым и пойдете в новое. Может, кого-то переезд ждет, может быть, в конкретном смысле, да. И вам придется там какая-то новой работой заниматься, да. И вы тогда вспомните, а что это я умею, что я могу там сделать, да. Как-то так. Так что прощание со старым и что-то новое вас ждет. Давайте еще. Ну, вам прямо как-то я долго хочу сказать, потому что, мне кажется, вам надо услышать, вот почему-то вы это оттягиваете. Вот этот момент, да, вот вам говорят, перестань быть упрямым, прекрати претензии. Тут у вас какие-то претензии к кому-то, к чему-то, там, может, ко Вселенной, к высшим силам. Ну, может быть, такое тоже бывает же, да? Может быть, к какому-то конкретному человеку. Вам надо согласиться на компромисс, понимаете? И как-то найти гармонию. Вот вы почему-то не хотите, почему я вам долго раскладываю. И вот эта карта учиться у других почему-то вам. Совет такой вот. Ну, может, какого-то опыта все равно чуть-чуть, что-то, какой-то изюминки, может быть, не хватает, и вам надо понаблюдать, обучиться. Вот. Как-то так идет, солнышки мои. Желаю вам удачи, счастья, радости, чтобы вы все поняли. Вот такой вот психологическая такая тема у вас.
Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!